Всем привет! Вы на канале PolZenit Live, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня мы с вами в течение 30 минут сможем тестировать фронталку. Это 4К 60 FPS. Я проверю, сколько процентов уйдет. Это раз. Два, помимо того, что сколько процентов уйдет, вы увидите, как стабилизируется или не особо стабилизируется изображение. Я все это дело снимаю со штатива, но без стабилизатора. То есть, если не использовать стаб, то примерно вот так вас будут видеть те, кто будет смотреть вашу запись. Сейчас я вижу просто лютые шумы вместо неба. Вполне возможно, что потом, когда вместо неба что-то окажется другое при рендере, то есть когда я скину все это дело на компьютер, вы, возможно, увидите какую-то другую вещь. Ничего обрабатывать я не буду, то есть изначально, как iPhone снимет, так он и снимет. 3:30 утра я только что тестировал его. Каким образом? Первое, в играх он сбрасывает яркость на 8-й минуте, это раз. Два, тестировал, что за полчаса съемки в 4К 60 FPS на ширик, на основную камеру, он поедает около 20%, то есть примерно 40% он поедает в час. Но опять же на фронталку я не проверял, раз. Два, сейчас микро работает шуровский микрофон, вот сейчас то, что вы слышите, это петличка. И я в последние 5 минут обязательно это дело все отключу. Хотел снимать в киноэффекте, но киноэффект сказал, что нет, Саня, киноэффект слишком темно. Проще говоря, для киноэффекта необходимо больше света, иначе смартфон не вывозит. Я попытался снимать, но это бесполезная трата времени и сил. Поэтому киноэффект будет днем. Вот это вот дело я поснимаю, примерно расскажу вам первые впечатления о смартфоне, первые результаты, опять же, нашего общения в течение 3 часов на основном канале PolZenit. И напоминаю, что я iPhone 14 разыграю 11/11, либо разыграю, когда мы наберем 10 тысяч лайков под стримом с прожаркой этого смартфона на основном канале. К слову, там уже 1200 вчера вечером было. То есть вы сегодня смотрите днем, вполне возможно, там уже больше накликали этих лайков. Сложности я не вижу никакой, потому что iPhone 14 это топовые вещи, разослали, народ покликал и все. Вот, из смартфонов по поводу перегрева и всего остального. Я не видел, чтобы этот смарт лагал. Он лагал у меня в игре 2 раза, чуть-чуть микролаги, но люди на стриме почему-то не заметили. То ли это все сгладилось стримом, ютубом, то ли я не знаю, либо лыжи не едут. Стримил я, получается, через карту захвата рейзеровскую, стандартно в 1080p 60 FPS. Что про поводу этого смартфона можно рассказать? Кто не в курсе, у него максимум 120 Гц, 2000 нит, у него пиковая яркость. Яркости больше, чем в iPhone 13 и 13 Pro, но матрица заключается в первую очередь в том, и минус матрицы или плюс матрицы, в том, что у этого смартфона, великого и ужасного, к сожалению, сбрасывается яркость, притом сценарий использования, допустим, когда ты снимаешь видео, минус, я буду специально останавливаться, чтобы вы видели, что в разных условиях, как он будет снимать ночью. Так вот, минус по съемке, он, скорее всего, вот это освещение ему не нравится. В том, что ты берешь, снимаешь, окей, и где-то через минут 10 в 4К 60 FPS у тебя смартфон уже 50 градусов, это раз. И это без чехла. И второй неприятный момент, что мало того, что у тебя 50 градусов смартфон будет без чехла, так поедает 40% в час, это много, и снизил яркость. То есть у тебя на экране, если ты снимаешь, не все видно. Вот я, допустим, играл, мне было видно плохо. Хотя у меня единичка зрения, то есть я ношу xiaomi-шные очки в первую очередь для того, чтобы меня не слепили лампы уже по привычке, когда я снимаюсь, допустим, на тех же стримах. И второй момент, это, наверное, из-за проживания на Крайнем Севере, когда тебе либо песок в лицо, либо лед, и в свободное от работы время ты спасаешь глазки таким образом. К чему это все? Плюс еще от компьютеров и всего остального. Это не пиар очков, это как раз к тому, что я люблю яркие экраны. И мне дико и неприятно, в первую очередь, когда этот супер-мега крутой экран, к сожалению, сбрасывает яркость. Многие пишут, что это не важно. Кто-то мне написал, что они победили уже эту тему. Я не знаю, кто чего победил. Я специально
тестирую данный девайс и тестировал его на основном канале. То есть вы приходите и видите по поводу проблемы при первом включении. Я его включил, взял свой 13 Pro Max, благополучным образом его, получается, в ручку и начал его перекидывать, ну, копировать, проще говоря. И он в течение 2 часов не смог это сделать. Потом матрица произошла, вот он у меня в ауге. Так вот, матрица потом произошла, к сожалению, еще более печальная. Печальная матрица была в чем? Когда у меня перекинулась вся информация через 10 минут, он перестал показывать экран. Скорее всего, была причина в том, что я его топил. То есть на лайв-канале, вот вы сейчас здесь, не здесь, на основном канале есть утопление. То есть как я его топлю, и вот вы можете посмотреть тест водой. Но важно не то, как я его топлю, а то, что после этого на вот этом канале, на котором вы лайве смотрите, есть запись, где он у меня кирпичился. То есть экран я не видел вообще, но экран транслировался через карту захвата, что хорошо. То есть я вытаскивал его из карты захвата и вообще экран не видел. Я думал, что он окирпичился. Хорошо, что он не окирпичился, потому что если бы он окирпичился, печаль бы была лютая. Вот несмотря на то, что я вижу на экране шумы, у меня почему-то внутреннее ощущение, что при просмотре, опять же, на большом экране, либо на маленьком экране, когда вы будете уже смотреть это все дело на YouTube, у вас будет великолепная картинка. Но вполне возможно, я не прав. Я надеюсь, что я прав, и у вас картинка будет норм. Единственная стабилизация, да, у фронтальной камеры при 4К 60 FPS нулевая. То есть, если ты просто держишь, то все в огне. Если ты начинаешь двигаться, то ты должен как-то по фэншую, знаете, можно вот так идти. Еще стаб купить, и все вообще будет просто великолепно. Но как раз у меня смысл в том, чтобы показать, как последний, получается, iPhone и верх инженерной мысли у Яблока в 4К 60 FPS снимает. Не сказать, что я супер рад. Почему? Потому что я надеялся увидеть картинку получше. Но что есть, то есть. В целом, по еще раз смартфону. После покупки, получается, он у меня подвис, развис, я этому рад. Стрим прошел 3,5 часа. Он довольно сильно разряжался везде. У него Wi-Fi медленный. То есть он не выбил 1 000 000 баллов в Antutu. По Wi-Fi. Первое, у меня, получается, во всех местах, где я обитаю, есть гигабитный интернет. И практически все флагманские смартфоны качают Genshin Impact со скоростью 32 мегабайта в секунду. Этот смарт максимум поднимал скорость, по-моему, до 16, но в среднем качал с 7-10. То есть так плохо с Wi-Fi, мне кажется, у меня не работало вообще ничего. Если брать, опять же, это тоже показатель. Скорость загрузки я пока не проверял. При создании основного обзора, который вы увидите завтра, обязательно все это дело проверю. Но на данный момент это не особо и важно. Опять же, почему? Потому что не важно, сколько он загружает. Важно, что ты не сможешь в этот Genshin играть без сброса яркости дольше 8 минут. Потому что сбрасывает он яркость в 9 раз. В 9. Вполне возможно, когда вы будете смотреть этот ролик, может быть, там через месяц, через 2, через полгода, он будет сбрасывать чуть-чуть позже. Но я уверен, что сбрасывать он один черт будет эту яркость, и это прямо лютая печаль. Если брать вопросы, допустим, внешнего вида, я разницы между 13 Pro и 13 Pro Max и 14 Pro, 14 Pro Max, ну, 13 понятно, а вот 14 Pro и 14 Pro Max и 13 Pro и 13 Pro Max, ну, это Ctrl-C, Ctrl-V. То есть ты, получаешь такой же смартфон. То есть они даже внешне, Lightning тот же, там максимум USB 2.0, а Wi-Fi я уже сказал, что там не фонтанно работает. То есть у тебя получается тот же самый смартфон, только за намного больший ценник. То есть он реально дороже, притом прям прилично дороже. Вот. По каким-то вещам из разряда комплекта. Ну, напоминаю, что Яблоко ничего не кладет в свои смартфоны. Они кладут в коробку «Ура!» это скрепку и один убогий, любимый лайтнингский кабель,
который, опять же, потому что USB 2.0. Заряжается он довольно долго, но, опять же, все относительно. Буду искать какие-то супер-мега зарядки, может быть, у них что-то новое вышло, я, кстати, не смотрел. Если что-то новое вышло, круто. Если что-то новое не вышло, то не круто. По поводу того, где купить данный смартфон, на данный момент только серые продавцы, но, опять же, эти серые продавцы будут сейчас конкурировать друг с другом. Я считаю, что я купил смарт, учитывая, что это первый день продаж, более чем адекватно. Вот, тем более на территории Российской Федерации я был уверен, что мне не получится уже. Если брать вопрос, что будет через месяц, два, три, учитывая, что они подняли цены, учитывая, что, вот, допустим, в той же Финляндии, где у меня человек пытался найти его, вот ему не повезло, он не нашел вообще ни одного айфона. Кому-то повезло, кто-то привез, круто, уже торгуют, круто, кто-то с Дубая везет, много откуда смартфоны везут, и, ну, это хорошо. То есть какие-то смартфоны будут. С другой стороны, учитывая, что миллионники, Москва, Питер, это не 20 человек блогеров, которым нужны эти айфоны, а таких людей будет очень много, потому что я помню прошлый год, ну да, их будет меньше, но их все равно будет много. Дефицит будет, скорее всего. Будут ли они демпинговать народ по ценникам, я уже вижу, что они опускают. То есть, если я в Москве видел по 300, то в Питере все было до 200 тысяч. Вот. Но в Москве и желающих купить это чудо инженерные мысли намного больше, потому что людей больше. И мне кажется, что, в принципе, людей с большими деньгами там, наверное, логично, в пропорциональном отношении тоже должно быть больше. По каким-то вещам из разряда аксессуаров я пока ничего не покупал, но планирую. Если брать микро, опять же, насколько бы хорошо смартфон не снимал, вот в конце вы услышите, микрофон, к сожалению, необходимо прикупать. И, может быть, даже это дело с перегрузом работает, но даже с перегрузом, видите, ветрозащиты я не повесил, возможно, вы слышите ветер. Это все дело все равно работает лучше, чем работал бы какой-нибудь стоковый микрофон у смартфона. Вы это услышите. К слову, да, я хожу в Мурино в 3:30 утра и ничего, и никого, самое главное. Все, кто мне рассказывают, что друг, там вот, я на большевиках жил. Ну, тут вопрос в том, в каком состоянии ты ходишь, правильно? Даже с iPhone 14 Pro. Хотя, если скинуть геолокацию в Telegram и написать, чуваки, я тут хожу с 3 смартфонами общей стоимостью несколько соток, может быть, мне бы и не повезло. Следующий момент. По яблоку. Снова. По поводу челки. Я не знаю, у меня нет вот этого прям истерии, счастья. О, окей, это так удобно, я так долго ждал. Там вырез опять огромнейший. Это раз. Два, его под углом видно, что там железочки... Ну, не знаю, я бы не стал точно менять 13 Pro и 13 Pro Max на 14 Pro и 14 Pro Max. Вообще смысла ноль. А то, что киноэффект 4К 30 FPS, ну круто. То есть мне это интересно, но от того, что мне это интересно, это еще не значит, что это будет интересно большому количеству людей. И логично, что большому количеству людей интересно это не будет точно. Почему? Потому что, во-первых, это не 4К 60 FPS. Во-вторых, вот опять же сейчас недостаточно светло, и он пишет: нет, друг, никаких тебе радостей жизни, придется тебе, к сожалению, довольствоваться только при свете дня этим делом. Ну, смотрите, спорт, сила ночная, рядом прогуливаться, сила. Вот, напоминаю, что если вам не сложно, поставьте лайк, если это все полезно, потому что, еще раз, от души все это делаю, надеюсь, что это кому-то помогает, подсказывает, показывает, в принципе, возможности данной железяки, которая стоит очень много и за стоимость которой можно купить тот же 2,3, даже нет, 2,5 Vivo X80 Pro, либо Oppo Find X5 Pro, либо купить хорошо, вот кто-то есть фанаты Honor Ultra, последнюю эту, даже глобалку. Окей, есть, допустим. Ну и очень много вариантов, допустим, там 3
OnePlus 10 Pro, притом не минимальной комплектации. Можно купить 3 Master Explorer Edition вторых GT. Потом, что еще можно? Много можно приобрести, поэтому, когда ты рассматриваешь такой смартфон в стоимостью, даже хороший ноутбук, MacBook можно купить не в самой убогой комплектации за стоимость этого смартфона. Смартфон это больше, наверное, как цепочка золотая уже, ну, при такой стоимости, притом такая приличная цепочка. Потому что никто, ну, мало кто будет покупать на 128 гигабайт. Я купил на 256, это раз. Два, опять же, мне не нужен 256, я каждый день скидываю файлы. То есть у меня гигабитный интернет, я прихожу домой, прихожу на студию и скидываю куда надо что надо в облако. Если бы у меня этого не было, то, конечно, наверное, надо было бы брать терабайтник. Либо если ты куда-то летишь, и у тебя прям реально много съемок на телефон. А еще раз повторяюсь, вот эти все рассказы про то, что кто-то клипы снимает, еще что-то. Посмотрите, да, подсъемы реально многие ведут на яблоко. У него, несмотря на вот отсутствие даже сейчас стабилизации какой-то супер топовой, вы заметьте, как он фокус держит. То есть у меня голова, по большому счету, не дергается. Вы можете в 0.5 замедлить, же 60 FPS. И, ну да, звук будет не такой себе, а картинка-то будет плавная. И фронталка 4К 60 FPS ночью в таком качестве, ну это прям шик. Мало того, что ночью в таком качестве фронталка это шик, так еще и возможность подключения рода. Что это значит? Вот этот микрофон, к сожалению, вы не сможете подключить к тому же OnePlus. У них, я не знаю, может быть, кто-то мне напишет, что какие-то ограничения, потому что у тебя будет топовая, может быть, картинка, но звука у тебя топового не будет, если ты купишь OnePlus. Может быть, там что-то другое подключается, какие-нибудь другие супер-мега простые петлички, с которыми можно не думать. Но на данный момент, вот с чем я работал, проще всего родовский кабель вставить в смартфон и, опять же, подсъем делать, ролики снимать, как раз используя его. Что еще можно рассказать о яблоке? По поводу рамок. Рамки измерял на стриме. Толщина рамок плюс-минус точно такая же, как в iPhone 13 Pro Max. Может быть, там на 0,1 миллиметра меньше. То есть там, не знаю, на 0,2 миллиметра. То есть рамки такие же, как в iPhone 13 Pro Max. Если брать... Какие еще фишки? В 8К он снимать не может. В 4К 120 FPS основной модуль снимать не может. Экран мне понравился. То есть по яркости он мега топ, просто мега. Ощущение есть, что экран лучше. И как многие писали, опять же, тестеры, не тестеры, что это самый лучший экран, который на данный момент вообще в смартфонах существует. Но вопрос дня. Насколько он лучше, допустим, 13 Pro Max? Да и если бы я не знал, я просто сказал бы, что ярче. То есть, если бы я увидел такой, вот там, дали мне 14 Pro или 14 Pro Max, я бы увидел, что он ярче, но чуть-чуть. То есть, никакого какого-то космического значения нету. Но заметно, что он ярче. Точно не на стоимость, потому что даже если брать сток, то есть, вот, допустим, если бы они не сняли с продажи 13 Pro, 13 Pro Max и 13 Pro, 13 опять в официальном магазине Яблоко в США, то по большому счету вот сколько плюс-минус? 56 тысяч стоит 13. 76 тысяч я сегодня скидывал в телегу iPhone 13 Pro Max. То есть реально за 76 тысяч с большим, получается, плоским экраном смартфон, который вот ничем не уступает. Ну окей, ты не можешь в синематике 4К 30 FPS снимать. Ладно. Следующий момент. Какие еще минусы? Видите, здесь очень темно. И я приостановился, как раз вы можете рассмотреть. Вот, следующие, какие еще минусы у Яблока? У 13 Pro Max относительно, допустим, 14 Pro Max. Да я бы сказал, что вообще мало. То есть это надо там миллиметры. Говорю, если бы здесь был Type-C-шник, вопросов нет. Но Type-C-шника здесь нет. Здесь нет какой-то супер мощной быстрой зарядки.
Здесь нет ничего, нет такого, за что можно сказать бежать. Особенно если у тебя на руках 13 Pro, 13 Pro Max. Про 14 я вообще молчу, там то, что плюс получается сколько процентов. Если брать 14, то по процессору 25% мощности они обещают. А в чем она? То есть, ну, куда она еще? Процессор у них и так крутой. Он не назвать его плохим вообще никак. Уже 20 минут, к слову, смартфон отработал. Под роликом я напишу, сколько он процентов съел за эти 30 минут. Сориентировать я могу по поводу 30 минут съемки в 4К 60 FPS на основной модуль. Это 20 гигабайт, 19,6 гигабайта у нас получилось, когда мы тестировали его на стриме. И я думаю, здесь будет плюс-минус то же самое, может быть чуть-чуть меньше. Хотя фронталка все равно тоже те же 4К 60 FPS. Очень круто, разрешение такое большое. Напоминаю, что в ночи, вот в таких условиях, ну, вряд ли кто-то что-то лучше будет снимать. Хотя, опять же, может быть, здесь какие-то решения будут и круче. Но я очень сильно сомневаюсь, что, может быть, что-то снимать лучше. По поводу съемки у меня был топ-10 смартфонов и 30 вещей, на которые стоит обратить внимание при покупке смартфона. На основном канале Польза.нет был стрим, я его сохранил, много людей посмотрело. Посмотрите, точно полезно. Почему? Потому что, опять же, по съемке я не скажу, что iPhone круче, чем X80 Pro, допустим. Ну, не скажу. По фронталке, да, по основной камере не скажу. Там надо в разных сценариях использования, конкретно в каких вам надо будет. Но автофокус все равно у Яблока лучше даже в версии 13 Pro. Не говоря уже в 14 Pro и в 15 Pro, в 14 Pro и 14 Pro Max. Вот. По баллам уже сказал, что в Antutu всего 908 тысяч. Не знаю, в чем дело. Ну, в первую очередь, мне кажется, дело в том, что Яблоку, в принципе, наплевать, сколько вы там выбиваете в Antutu. Плюс мы не знаем даже, сколько сейчас, ну вот я, допустим, не нашел этой информации, сколько в 2016 году я читал, сколько Apple тратит на рекламу, сколько сейчас они тратят на рекламу, это тайна, покрытая мраком. Мне кажется, что даже без прироста и всего остального они бы неплохо так разошлись. Опять же, по дефициту, ну а может быть, учитывая события, вот если в прошлом году и в начале этого года все эту тему просто хайпели на ней, говорили, вот, может быть, завтра не будет смартфонов. Ну, Sony, допустим, с плойками, помните, у них реально были проблемы. Сейчас у них проблемы с камерами. То есть у них процессоры для камеры. Я сейчас покупаю камеру, которой не было 2 месяца. Потом посмотрите, может быть, результаты ее съемки. Если брать камеры, допустим, того же Sony E10, тоже это маленькая такая, они анонсировали, что у них не из чего собирать все это дело. И в целом вот эти все не особо веселые истории, но они говорят только об одном, о том, что возможно все, даже у топов, даже у Яблока, даже учитывая, что потребление уменьшается, что там просто бешеное количество конфликтов после пандемии, проблемы экономические. Все это не особо важно. Население мира, в принципе, как я знаю, пусть и замедлился рост, но оно растет. Яблок покупают, мне кажется, не намного меньше. А то, что они не сильно отличаются, ну, допилит все это дело рекламная кампания какая-нибудь, что киноэффект, еще больше фильмов снимают на айфоны, еще, не знаю, дольше они могут под водой находиться. Хотя, опять же, вот мой яркий пример, что у меня находилось под водой, и как-то не все хорошо получилось. Сейчас я, кстати, через минуту, получается, отключу родовский микрофон. В целом, смартфон мне понравился. Логично, что я буду с ним ходить. Когда-нибудь я куплю себе, наверное, 14 Pro Max. А может, я буду ходить с 13 Pro Max, не знаю, продолжать.
Но пока планирую ходить с этим. Пусть он маленький, но хотя бы будет возможность посмотреть на выползающие у него плюсы, минусы и остальные штуковины. Из андроида второй смартфон у меня после Poco F3, скорее всего, будет все-таки Mi 12S Ultra. Вот. Не знаю почему. Хочу, чтобы у меня второй был Xiaomi. Хотя Redmi мне нравится, но. OnePlus, с OnePlus я походил достаточно, теперь можно и с этим делом. Если вот сейчас 25 минут. Вот сейчас надеюсь, что звук не отключился. Почему? Потому что Rode я отключил. И сейчас родной звук из микрофонов Apple вы имеете возможность слушать. По скорости зарядки еще не измерял. По беспроводной зарядке то же самое, еще не измерял скорость. Да я даже думаю, ну, беспроводную-то я не буду скорость проверять беспроводной зарядки. По каким-то фишкам из разряда, что делать с этой челкой, насколько она функциональна. Ну, миллиард уже обзоров было миллиард тонн информации от блогеров, что там все уже начали пилить под это дело, что можно секундомер смотреть, что можно видеть процент оставшейся заряда батареи. Но по большому счету это все как у всех, пилят они потихоньку эту прошивку, ну и хорошо. Сделали они эту возможность наверху. Ну, уверен, что очень скоро программно будет эта возможность у всех, потому что по большому счету ничего сложного в этом нету. Вот, если по кнопкам все то же самое. Говорю, все, вот Ctrl-C, Ctrl-V. Нет этого огромного шага, когда я видел между 12 и 13 по съемке. То есть по съемке была просто космическая разница между 12-м айфоном и 13-м. И по фото, и по видео, и по всему остальному. Здесь, ну пока я не скажу, что она прям космическая. Если я ее увижу, если бы я увидел здесь 4К 120 FPS, я бы сказал, вау, может они ее допилят. Может они допилят возможность съемки в 4К 120 FPS, и вы можете 1000 раз написать, что Сане это все не важно, и 8К не нужны, и вообще это все плохое и ненужное. А кто когда-нибудь думал, что у нас дома будет гигабитный интернет? А кто когда-нибудь думал, что у нас с экрана смартфонов будут такие, что у нас яркость будет 2000 нит пиковая, или что ночью можно будет вообще снимать с фронталки еще 4К 60 FPS. Все движется, все меняется, особенно когда это у андроида появилось. Вполне возможно, что у Apple это появится тоже. Я рад, что существует несколько систем. Я даже рад, что Huawei все еще не согнулись до конца. Их пиарят, но опять же я не поддерживаю. Почему? Потому что все равно у них какие-то ограничения, у них больше. У них есть рынок Китая, это круто. Поэтому они могут жить, у них есть поддержка правительства. Яблоко живет не потому, что у нее есть поддержка, а потому что это идеальная маркетинговая машина. BBK растет, это тоже идеальная маркетинговая машина с идеальным демпингом. Xiaomi растет то же самое, потому что у них там, не знаю, миллион этих вариантов. Даже помните Redmi 11 Note T, 11E, 11E Pro, 11T, 11T Pro, китайские глобальные версии, 11 5G, 4G, так же как у Redmi, кстати. То есть ты реально путаешься в количестве смартфонов, а чего только OnePlus Ace и Ace Racing Edition стоят. Даже у продавцов на Алиэкспрессе у тебя есть Ace и Ace Racing Edition. Он пишет Ace, а в описании Racing Edition. И потом что ты ему скажешь, неизвестно. И да, глобальный рынок. Есть ли смысл покупать такие дорогие смартфоны? Конечно, нет. Еще раз повторяюсь, это вот как в 90-е годы, там, с двух пальцев мы цепочки старались себе купить. Так же, как, не знаю. Но опять же, это вот в нашей действительности. Если брать доходы, опять же, там, где эти смартфоны продаются, ну там средний доход больше, людей богатых больше, среднего класса больше, и они в большом количестве это все дело покупают. Нам завтра могут окирпичить. Завтра может что угодно произойти с этим айфоном. Хотя бы с той же оплатой проблемы, либо вот с проблемой с МирПМ, что здесь не установить. Понятно, что кто-то устанавливает эти банковские приложения, кто-то через браузер, но это дичь, это головняк.
30 минут. Огромное всем спасибо всем, кто посмотрел. Объем файла я вам укажу. Выгружать буду напрямую, без всякого обработки, рендера, еще чего-то. Смарт понравился. Своих денег, разумеется, как все от яблока, практически не стоит. Но если вам есть необходимость снимать обзоры, хотя она минимальна, согласитесь, сейчас обзорщиков становится точно не больше, то я однозначно могу советовать. Еще раз повторяю, что на яблоко снимать очень удобно. Очень хороший автофокус. И переключение, ну, кто снимает, тот знает. Добра и удачи, ставим лайк, пишем в комментах, что еще хотите увидеть на обзор.